Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И сегодня у нас в гостях адмирал Нахимов. Кораблик из магазина, долларовый. У нас какое-то время тут уже пошла мода на долларовые корабли из магазина. У нас и лидер побывал в гостях, и Вислый Потапум, и Вечный Топотам. Сейчас, минуту. Високхапатнам, храни его Господь. Так вот, сегодня же у нас адмирал Нахимов. Что-то участилось их появление и в рангах, и в тандемах, и постоянно они что-то стали мелькать у меня перед глазами. А в чате игры появился человек, никнейм которого я не буду называть, который утверждал, что этот корабль прям-таки зашибись корабль. Как аргумент использовалось утверждение, что данный гражданин, а может быть и лицо без гражданства, не знаю, не проверял, прошел на нем ранги. Как вы понимаете, это железный аргумент. То есть, если человек на каком-то корабле прошел ранги, это значит, что корабль хороший автоматически. Вот. Ну и после такого я все-таки решил взять его и посмотреть, что это такое, с чем его едят и почему оно вообще. Ну и давайте приступим. Итак, что у нас есть в техническом паспорте? 507 тысяч — это стандартная прочность, скорость 20 узлов во сне, 19 у него на самом деле, и если вы руль не трогаете, если вы начинаете его щупать хотя бы руками, уже 18. Маневренность 0,83, здесь просто нолик забыли и запятую не туда сунули. Радиус обзора 13,6, заметность воздуха 4,82, заметность поверхности 5. И 24, заметность глубины 3,83. Штраф при движении 19, разведданные 3. Вооружение 4. Ну, давайте вооружение здесь смотреть. 2+2 стандартная ракетная схема. Ему при апах, или как это тут называется, ребаланс, дали еще одну ракету. У него было 2+1, теперь у него 2+2. Стандартная схема, которая используется в том числе и на эсминцах, так что гордиться тут нечем. Пушка одна. 4 гранатомета, что как бы есть характерная черта, такая отличительная особенность данного корабля. Вертолет 1, ПВО 2+4, ну, на самом деле маловато, камуфляж флаг, как у всех. Вот. Ну и теперь давайте переходить уже к тому, что он из себя представляет. Для начала сборки. Сборок у такого корабля, естественно, может быть две. Первая — это ракетная, вторая — это гибридная. Ракетную... Ну, я, конечно, пробовал ее катать, но нет. В современной игре ракеты, они, по сути, уже мертвые, как бы, практически. И делать упор в них — это довольно глупая затея. Но как может выглядеть ракетная сборка на этом корабле? Примерно вот так. То есть эту ракету вы используете для развода, пускаете их первыми, после чего противник кидает ловушки, затем вы забиваете вот этими 4 астросами ему ПВО и закидываете ваши ударные ракеты, ну в данном случае это условная булава, уже в незащищенный корабль, ничем не защищенный. То есть ловушки вы убрали этим, ПВО заглушили этим, и ваши ударные ракеты, ну, это не обязательно должна там быть булава, ставьте сюда, не знаю, что хотите, Искандеры там, или что там, базальты, ну, в общем, что есть, да? Эти ракеты должны зайти просто в мишеньку, которая уже не сопротивляется никак. Да, другие способы, ну, я не вижу в них смысла, да, то есть классический развод через астросы, потом запуска отсюда всяких там ракеток, он вряд ли сработает, потому что, ну, окей, астросы будут срублены ловушками, и вы запустите вот это вот все. Вот это вот все будет срублено ПВО. Ну, я не вижу в этом особого смысла. То есть вам нужно дожидаться еще раз перезарядки астросов, запускать астросы, чтобы забить ими ПВО, запузыривать эти ракеты, а к тому времени уже могут опять откатиться ловушки. То есть, ну, способ, по-моему, уже устаревший и, как по мне, не особо рабочий. Вот. Так что возвращаемся к гибридной сборке.
В гибридной сборке ракеты у нас это как бы дополнение. Они есть, и слава тебе, Господи, пусть будут. Черт с ними. Но в основе всего лежит пушка плюс гранатометы. Я поставил самую здоровенную пушку, какую только нашел. Не знаю, то ли с целью компенсации недостатка размера в другом месте, то ли для того, чтобы усилить общий залп. Наверное, все-таки вторая версия, да. Чтобы усилить общий залп, первый залп. Когда противник на вас выходит, вот он выходит из-за угла, показывается нос, и вы в этот нос засандариваете из пушки, из 4 гранатометов больше сотни сразу же залетает. Противник как бы впадает в состояние некоего непонимания происходящего, и это упрощает вам задачу по дальнейшему с ним общению. Дальше. Вертолет по вкусу. Чего хотите, то и ставьте. Это уже там ваши тактики и соображения. ПВО, ну, у меня уже выработана стандартная схема. Это ракеты плюс гибриды. Из ракет лучшее, что есть у меня, это 162D. Ну и жеринги из гибридов. Не хватает, кстати, ПВО ему. Вот. Ну что. Теперь давайте смотреть бои, я так полагаю. Угу. Поехали. Так. Курятник, Миссури. Да блин, что сегодня весь день одни Миссури-то всюду? Что, по скидке идут, что ли? Женедарки все. Ну, это все понятно. Гульфы, гальфы, гольфы. Курятник, за свет дай, плес. Сейчас можешь вот реально повлиять. Если отсюда я вот туда ракетки прокину, это будет прикольно. Вообще пофиг. Эх. Он вообще улетел куда-то своим делом. Так, раз, два, три. Где еще двое? А вон один тут ползает, что-то. Жанни Дарк, я так понимаю, судя по форме. Не, быстрый очень получится. О, смотрите-ка. Поджим. Так, а наш курятник, он где? Ага. Он, в принципе, плюс-минус защищен. Ну да, пушку не перекидывает. Вроде кидает по траектории, но где надо, не перекидывает. Охрененная пушка. Так. Уже пошел какой-то размен. Курятник, кстати, еще живой, слава тебе, Господи. Но это ненадолго, я так понимаю. Куда меня несет? Вороты, развороты сам делает. Един... Да, пихайтесь друг друга там, бейте ногами, я разрешил. Уже время пройдет. Ну, они догадаются оттянуться назад, или так и будут переть хрен пойми куда или нет. Или что, или как, или где. Ну, этого хотя бы заберите тогда, чтобы под ногами не путался. У меня тут и так противников полное это самое. 3 штуки ползает, вон они вдвоем лезут уже. Вот оттуда этих двоих накрывайте. Они накроют. Тогда надо выходить в центр, чтобы оказаться в простреле своих союзников. Оп. Этот, кажется, один куда-то пошел. Нет, если он один пошел, то я как бы пойду с ним драться. А что нет? А, ну курятника на нашего полез. Нехороший человек. Оп, он что-то осознал. Пым. Бам! Нет, он уже все. Отъехал сам. Без меня. Так, теперь этого 2,7 ловим, да? Фрегата ловить это бесполезная затея. Ну, ехай, давай, ну, гребите там веслами, чем вы там. Далее крутите, я не знаю. Ужас. На! Сейчас у меня пушка как зарядится.
Не-не-не. Да блин, ладно, хил. Так, а где этот-то подевался теперь? Куда он делся? Где он? Вот идите ловить его теперь. Мне его, что ли, ловить? Как бы, если я буду ловить, я не знаю. Это надо еще 2-3 боя, чтобы у меня времени хватило его поймать. А, тихо, 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 тихо. Он, кажется, сюда ломится. Давай. Ломись. Я его подловлю, потому что напрямую идти на него туда, ну, как напрямую. За ним гнаться, это затея крайне, блин! Охрененная стрельба. Гайд, как не надо стрелять. Гайд, как не надо стрелять. Дядя Степа. Бэйм, пушка, отлично. Жесть. А! Это гайд был, ребят. Вы просто ничего не поняли. Это был гайд, как не надо стрелять. Вот. Я показал просто, как стрелять не надо. Велогульф, Жанне Дарк. Ну, Велогульф это лайк, да. Так, ну и чё? Басистый у них был. Ева, Жанне Дарк. Это взвод странный. Ну, в смысле отряд, я почему-то их все время называю теми самыми. Ну, Миссури, вопросов не возникает. Это Миссури. Что-то сегодня этих Миссуриев развелось. Я не знаю, как дурака фантиков. Что там, скидки, что ли, на голдовые корабли идут, надо идти смотреть. Вот. Ну, что касаемо боя. Ну, Дефна играл, потому что идти куда-то вот с той группой, которая слева пошла, я бы не успел. Я вообще бы никуда не успел. Поэтому тупо встал в Деф. Я Дефа играл. Ну, вот от Дефа он реализует вот этот вот урон неотводимый. 4 гранника плюс эта пушка новая. Вместе они больше сотни выдают. С залпа. Ну, если, конечно, не стрелять, как я продемонстрировал, как стрелять не надо. Вот если так не стрелять, то выдать он может. Но возможности вот у него как бы маневренные, они ограничены. Как-то вот так. Это что такое? Петр Великий? А зачем нам Петр Великий? Что нам с ним делать? Ну, поехали куда-нибудь встанем. Стоять и стрелять. Опять эта карта. Блин, ее постоянно сует. Что, других нет? Балансировщик вместе с тем самым картографом нажрались вдвоем уже в говнище. Балансировщик вечно пьяный, теперь этот туда же. Так, не понял. Ты думаешь, туда надо лезть? Срочно? О, смотри, а зачем лезть-то? Чел сам пришел. Тихо, тихо, тихо. Не лезь в центр. Полезешь в центр, ты окажешься просто под фокусом всех. Хорошо. Нормально. Смотри, слева должен быть второй его напарник. Они оба там должны были быть. Сейчас второй выскочит. Ну вот он и второй, кстати. Решил отмстить жестоко. Ну, хорошо зашло. Берем? Доберем. Хорошо. Блин, он так рискованно вперед лезет, но если я его брошу одного, он сольется. Ой-о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 й. Смотрите-ка, какой там вертолет злобный. Курятник, курятник, курятник! Он в простреле, давай, работаем! Давай, 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 работаем, курятника! Возможно, кстати, его вертолет. Блин, там кто-то меня бьет. Я так прям сейчас сдохну. Чертов курятник, сдохни, пожалуйста, блин, мне надо отходить уже, понимаешь? Нет. Можешь будь человеком хоть раз. О, спасибо. Нормально. О.
Этого отстреливаем. Юшка. Да, я тоже наблюдаю, иди в баню. Так, из пушки я буду в него, в своего попадать, правильно, да? Но граники перекидывают. Ну и вот. 14-5. А нормально вроде. Так, куда еще? Куда еще можно пострелять? Нам особо плыть-то никуда не надо, нам нужно стрелять. Перебежал ли пострелять? Че? Корабль! Смотрите, я корабль нашел. Бум! Ну, ракеты, вы перезарядитесь раньше. Ух, как ему залетело. Пушка следующая зарядится. Пых! Нафиг. Какого корабля? Какая ракета? Что, где, кто? Я не вижу черта. Курятника хорошо прострелил, он там в щели засветился. Вот это было прикольно. Так, ну чего, Петр? Петр, спина, разворачиваемся уже, готовимся. Давай, Петр, заливаем его нафиг. Там из пушки тащил. Но первое место. Вот так вот, вот двойка, Петр и Нахимов, просто всех раскидали. Ну, раскидали, в принципе, почему? Потому что, да, вот почему их раскидали. Многое становится понятно. 28 уровень, 26 уровень, 29 уровень, 34 уровень. Ну да. Вот, да, среди таких уровней, возможно. Ну, тут, правда, 43-50. Но он почему-то взял Вислого Потапума этого. Висакхапатнама. Висакхапатнама, да. Вот. Блин, что, по-моему, хорошо жилось. Да, не знаю зачем. А этот взял какого-то... Что это вообще? Зачем они такие корабли взяли? Непонятно. Не, ну, в принципе, мы-то тоже как бы... Мы на долларовых, 2 долларовых... А, нет, он на голдовом. Он донатер. Проклят. А, нет, не донатер. На золоте не донатер. Ну да, 2 недонатных корабля, в принципе, конечно. Но тут опять же уровни, видите, какие ребята играли. Возможно, этим объясняется, что настреляли столько. Но смысл в чем? Стояли на месте и стреляли. И стреляют они довольно больно. Настрелял я тоже чего-то. Вот. Такой вот бой. Так. Линкоры. У нас Ямато, у них Миссури. Одна... А куда, собственно, что? Налево тогда и туды. Значит, сюда наткнуться, что ли? Я не понимаю. Под тут можно пытаться метнуться. Как метнуться? Тут скорость 18 узлов. О, я уже кораблем обнаружил. Зашибись. На радаре пуск ракеты курсом на нас. Нормально. Да, ужас прям. Не, зря я сюда полез вообще. Зря я сюда полез. Очень зря я сюда полез. Стоим, ждем хилку. Ну. Бум, зацепи. А что это он такой?
А что это он такой? Вообще игнорит, что ли? Я не понимаю. Он меня игнорит? Ну ладно, я что? Бот, что ли? Да нет, вроде живой. Че он так заигнорил? Я не понимаю. Явно как бы не в его было интересах. Во-во-во, выходи быстрее на него, выходи, 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 молоти его. Во, сейчас он осознает, что влез куда не надо. Куда? Куда ты полез? А ну. Пинай, 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 пинай его, пинай, пинай, пинай его с той стороны. Пинай, пинай его. Я сейчас хилку включу, тоже вылезу. Как ему дам по башке? Чтобы уехал на горшке. Давай, давай, давай. Прям в тебя разрядится, я выйду и как ему дам. Я союзников как бы не бросаю. Нельзя так делать. Ну куда ты лезешь-то? У тебя хп нету. Врыв он устроил. Ходим от того, который сзади, идем на этого, который спереди. Нормально. Оп. Эй! Эй! Не-н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 е. А вот здесь, если сейчас его второй допустит ошибку, если он его отпустит одного сейчас вылезать, ну вот здесь этот вылезает один, но он фуловый. Неудобно. Неудобненько. Неудобненького. Этого надо было бы добрать. Ух, как ему хорошо заходит, ну и минус. Хорош. Проспект, чуважуха. А этот не справится, я думаю, да? Не справится, у него пока мало. И тот потом встанет и отхилится. Да? Да. Нет. Да. Встанет и отхилится. Зайди за остров! Смелый друг. Че он там прямо его решил уконтропупить? Прокину, да? Нет? Эх ты ж, ё-моё. Куда он поперся? Сюда я его здесь буду принимать. Если туда, тот его будет принимать. На. Добраль. Добраль. Так, ну что? Вот такой вот бой. Ну, какие тут комментарии можно дать? Миссури, вот этот Индия. Просто я не понял действий. Это третий раз уже. Ну, из тех, что я как бы могу припомнить, это третий раз, когда я вижу такой корабль, который просто вот ломит вперед на открытую воду какого-то там противника. Он увидел, все, это вот моя цель. Ни справа, ни слева, ничего, никуда не смотрю, ничего мне не надо. Он просто вышел и просто получал сдох. Потом шотный вот этот вылез из-за острова, ему наоборот надо было щемиться за остров. Вот я остался шотный в начале боя, я никуда не лез. Я залез за остров и хилился, тупо сидел и хилился. По идее, Миссури должен был добирать меня. Но я не понял, что у него как. Ну, 35 уровень. Хотя, в принципе, 35 уровень это уже явно не первый день замужем. Здесь я не понял его действий, но если вы шотный, залезьте куда-нибудь, да отхильтесь. Залезьте, отхильтесь. Куда вы лезете геройствовать? Вот полез один, кто там у них был? Зумвальд, что ли? Кто? Кого я добрал? Ну, вообще хп нет, он вылезает. Куда ты вылезаешь в упор? Ну, вылез, сдох. Все. Ну, потом небольшая каруселька вокруг острова. Там они немножечко ошибку допустили в том, что разделились. Все-таки их было двое, им надо было действовать вдвоем. Им надо было вдвоем выходить на одного, выходить на второго. Как-то вот это вот координировать свои действия и выходить. Они же разделились. Один поскакал куда-то там, я не знаю, в Симферополь, второй, я не знаю, за пивом, и все. И, соответственно, один минус, и второй минус. То есть, ну, вот как-то так бой сложился. Что касаемо Нахимова, ну, что Нахимов здесь показал? Ну, то, что он может стрелять куда-то там, да, может. Но если ему не стреляют в ответ, как это было с Миссури,
Тогда да, он может настреливать. Ну вот, какие-то такие вот комментарии, такой вот бой. Ну и давайте подведем итог по этому кораблю. В чем заключаются его проблемы? Первая проблема — это его маневренность. Даже не скорость, потому что такая скорость есть и у Басистова, и ничего, нормально, он живет. Все у него хорошо. Но вот набирает он эту скорость ужасно. Поворачивается он еще хуже. То есть, если вы выкатились, вам надо быстро остановиться и закатиться обратно. То есть, вы вышли там, выдали урон, закатились обратно. А на этом корабле вы выкатились, и такое ощущение, что вы на жвачку наехали. Все, вы прилипли, и вы полчаса пытаетесь обратно эту махину здоровую затащить. Это ужас, кошмар и просто кирдык. Причем непонятно, почему это не апнули кораблю. Ведь не основная проблема не в том, что у него не хватало одной ракеты. Не хватает, и хрен с ней. 126-й играет с 3 ракетами, одной пушкой и 4 гранниками. Ничего, живой. Но он может выкатиться, долбануть, закатиться, а этот может выкатиться, долбануть и слиться. В этом разница. Вторая проблема. Перед вами Ямато, да? Условная цель. Итак, обратите внимание, как будут вылетать ракеты. Видите, спереди и сзади. Второй слот. Только спереди. То есть, чтобы запулить все ракеты, вам надо стоять из-за препятствия, допустим, да? Вам нужно так стоять, чтобы через препятствие перелетало вообще вот и вот эту, и вот эту вот, да? А если препятствие высокое, то чтобы пульнуть всеми ракетами, вам надо выехать полностью всему. Что касается гранатометов, смотрите. То же самое, чтобы использовать всю свою огневую мощь, вам нужно выкатываться всему. А как он выкатывается, я вам только что объяснял, а в бою, в принципе, ну, в боях это было видно. Что он ни выкатываться, ни закатываться не умеет. Расположение пушки тоже, смотрите. Она не на носу и не на корме. Она где-то ближе к центру куда-то смещена, непонятно. То есть, чтобы выстрелить только из пушки вы хотите, я, правда, не знаю, зачем это надо вам выстрелить из одной пушки, но вы выкатываться будете кормой, допустим. Вам придется выставиться, мама, не горюй, как? Просто пол корабля надо выставить, чтобы из пушки пульнуть. То есть у него ужасающая, просто кошмарнейшая компоновка при огромнейшем корпусе. Он ужасно неудобный. Ужасно неудобный, а еще и катается хуже некуда. Понимаете? Исходя из всего вышесказанного и вышеувиденного, выводы у нас получаются неутешительные. Хоть с одной стороны не хочется называть этот корабль пыльным хламом, но до звания даже середняка он по сути не дотягивает в условиях современной игры при наличии других кораблей, которые по сути могут делать ну практически то же самое. Например, Варяг, да, то есть у него -1 гранатомет, -1 ракета, но он может выкатиться, долбануть и закатиться. А если по нему ракетами отработают, так он эти ракеты еще и срезать может, потому что у него ПВО позволяет. То есть кораблик, ну, печальный он, этот кораблик, очень печальный. Хотелось бы, конечно, ну, чтобы в этих самых ребалансах ему дали какую-то маневренность, что ли. Ну, что-нибудь такое, что дало бы возможность его применять. Потому что, по сути-то, к вооружению вообще вопросов нет. Он отлично вооружен. Это очень мощный корабль в плане вооружения. Если он стоит на месте и долбает куда-то, ему есть куда долбать, и он долбает, он наносит урон. Это вы видели в боях. Но как только ему надо в какой-нибудь маневр сыграть, он сразу же моментально сдувается. А с учетом того, насколько сейчас быстро идут бои, он за ними просто не успевает. Вот такие вот пироги. Ну что? Что сами думаете про кораблик? Пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.